Всем привет! Сегодня я затрону довольно-таки избитую на ютубе тему изготовления печи для плавки алюминия. То есть поначалу я насмотрелся роликов еще в том году, зимой, короче. И на скорую руку сделал вот такую вот печь. Это водогрейка, обрезанная пополам, внутри кирпичом уложена. И, короче, для того, чтобы расплавить в ней, вот в этом тигеле, в нем литра 2, наверное, даже больше влазит алюминия. Объем ее литра 2 тигеля. Вот этой лампой 2-литровой я плавлю. Так вот, чтобы выплавить такой тигель алюминия, у меня уходило 2 лампы бензина, то есть 4 литра. Дело в том, что, она уложена кирпичом, как по правилам делали люди. Кирпич, и внутрь вставляется тигель. Вот этот же. Вот. И дело в том, что на разогрев именно кирпича, я так думаю, уходит очень много тепла. Потому что, когда первый раз я закладываю алюминий, то для того, чтобы его расплавить, как я сказал, у меня уходят 2 лампы бензина, 4 литра. А следующая закладка уже хватает даже меньше 2 литров, чтобы расплавить. То есть, когда уже кирпич полностью нагрелся, внутри печь прогрелась, тогда уже плавить. И мое мнение такое, что вот такая печь, керамическая внутри или кирпичом уложенная, она подходит только для тех, у кого эта плавка алюминия выставлена на поток. То есть каждый день вы плавите, много вам нужно. Тогда да, тогда имеет смысл такую печь делать. Вот, и я вам покажу сегодня, думал, с чего сделать. И пришла идея сделать со старого электродвигателя эту печь. Сейчас покажу, как устроена. Электродвигатель. Валялся у меня статор. И как раз у меня подошел он по диаметру под этот тигель. То есть он вставляется. Все нормально. Сверху крышкой накрывается. Опять все нормально. И плавим. Так вот, в этом теперь статоре или в этой печи у меня уходит меньше лампы уже на разогрев. То есть я засекал, алюминий начинает плавиться на 17-й минуте. 17-15, в зависимости еще от температуры на улице. Потому что сейчас гуляет осенью температура. То холодно, то тепло. Вот. И теперь смотрите, как он внутри выглядит. Он выглядит как газовая комфорка. То есть огонь обволакивает полностью. Я вытащу. Вот так покажу. Огонь обволакивает полностью тигель. Выбивается изнутри. И по краям полностью греет тигель. То есть даже алюминий, возможно, я вам покажу, когда буду плавить. Алюминий плавиться начинает даже с боков, не только на дне. Так, теперь устройство его. Я думаю, если вы разбирали электродвигатель, это все просто. Выкидываем все нужное оттуда, именно нужное. Выкидываем медь, выкидываем ротор. Оставляем ненужное, то, что обычно сдается металлолом. То есть оставляем статор и 2 крышки. На верхнюю крышку никаких доделок не надо. Единственное, здесь я убрал место под подшипник. Здесь было место под подшипник, сбил, обточил. Все. Этот крючок у меня так, крышку поднимать. И плюс этим же крючком я еще и тигель цепляю. Так, крышка есть. А здесь устройство также простейшее. Вот это место как раз, где был подшипник, я в нем вырезал пазы и оставил 3 ножки. Видите их, да? То есть для установки тигеля. Как раз тигель на нее ставится. А из-под этих ножек уже огонь об стенки и выходит сюда везде. И так как он чугунный, я не стал заморачиваться ни со сваркой, ни с чем. А просто
Приварил флянец до трубы. И этот флянец уже на болты посадил до крышки. Один болт на 2 болта. Прикрутил до крышки. Ну и в крышке прорезал отверстие, соответственно, трубе. То есть у меня труба чуть-чуть внутрь зашла, флянца. Ну и регулируемые ножки. Потому что, если, например, устанавливать на бетоне, понятно, ровные ножки можно сделать и все. А здесь ножки на резьбе. То есть можно каждую ногу выставить, чтобы не шатался, он не качался. И плюс еще высоту регулируешь, тогда можно под любую лампу, под любую горелку. Так, ну и вот сейчас я, наверное, заряжаю его. И будем смотреть дальше. Потом мы еще поточим. Вернее, выплавим, а потом поточим то, что получилось. Посмотрим качество. Вот смотрите, пока лампа разгорается, по дыму видно, что он со всех этих отверстий выходит полностью по кругу. Итак, вот что получилось. Не стал я при лампе работающей говорить, потому что вы, наверное, не услышали ничего. Так, чуть-чуть ранее я вас обманул. Слегка. Я сказал, что 17 минут плавил. Но это было правильно, под пищевой алюминий. Посуду я плавил алюминиевую. Чистый алюминий. На него ушло 17 минут плавку. А на этот раз у меня вышло чуть больше 40 минут. Чтобы расплавить вот баллончик из-под газа. И еще тут осталось, можно вылить. Между прочим, тигель, когда толстостенный, смотрите, он стоит, не застывает, алюминий. Можно еще куда-то вылить, но форму я не приготовил. Пусть остается на следующую плавку. Ну вот, теперь я остужу его. И посмотрим еще и качество. Потому что я выливаю в песок. Форму всегда ставлю в песок. И вот я делал шкив, еще одну заготовку делал. В основном пузыри, такое некачественное, все получается только сверху. Где вот доливаешь последнее. Сейчас я его стужу, выну с формы и посмотрим, что получится. Ну что, получилась вот такая штучка. Теперь я ее вскрою при вас и будем точить. Опа. Так. Сдача. Вот такая получилась заготовочка. Тут есть раковинки. Вот она. Аж хороший пузырь получился. Что-то здесь не то. Блин, замазал уже. Развод какой-то получился, он непонятный. Ну ладно, сейчас будем точить. Так, вот это у нас верх. Значит, я его проточу первым. Чтобы потом уже, ну как я подозреваю, у меня обычно пузыри здесь, сверху. Поэтому я его проточу, чтобы зажать патроны. Здесь уже протачивать, смотреть. Сейчас зажму. А хотя можно и не выключать.
Так, вверх. Пойму, что она тут. Тут вроде ничего. Так, ладно, все. Готово. Все равно это экспериментальная штука. Не знаю, пойдет она мне куда нет. Выливал я ее без размера, просто так. Поэтому просто пробуем. Выливал я ее для вас. Так, видно вам, все будет в камеру, видно. Задевает об державку заготовка. Ишь ты. Опа. Ну вот, сравнял я ее и... Ладно, проточу, потом покажу, если сейчас не видно. А давайте я прибавлю. Вот так вот. Было видно. Вот так вот. Вот. Так будет лучше видать. Так, ну теперь пойдем по этой стороне. Опа. Вот такое получается качество у нее. Заготовки, которая выливается в заготовку, которая стоит в песке. И почему-то, когда просто так льешь заготовку, так не получается. Это даже верх, где я рассчитывал, что будет много пузырей. А здесь пузырей нет. Вот этот сбить один, вот, видите, да, и все. Здесь по поверхности чисто. Так, сейчас я переставляю, потому что это я протачивал только под кулачки. И пробуем ту сторону. Здесь на дне вот образовались пузыри. Как-то я плеснул не так, чуть-чуть. Но это все, наверное, из-за камеры, потому что когда делаешь сам, не для ютуба, никакого волнения, никакого ажиотажа, и получается все намного по-другому. А здесь нужно и в камеру смотреть, и рассказывать. Так, пробуем. Частоту, ладно, сейчас.
Пока торец пойду, опять надо резец подвигать. Опа. Поехали. Так, что выходит? Выходит все. Нижний пузырь содрал. И все чистенько. Теперь пройдемся по стороне. И потом я вам вблизи прям покажу полностью. Сейчас я полностью пройду ее всю. Так. Ой-ой-ой-ой. Поехали. И поехали. Еще чуть-чуть. Блин, вот это налипает дюраль на резец. Так, скоро пузырь, короче, сожрет. Но не буду я его больше съедать. Все, занимать ваше внимание. Видно его, да, видно. Пузырек этот. 2 штуки. Все остальное на всем протяжении. Смотрите, по всему диаметру чисто. Единственное вот это. Я подозреваю, сейчас уже вот думаю, так получилось, потому что я лил не непрерывной струей. Надо было начало лить и полностью лить. А я раз или два останавливался. И, возможно, вот это вот дало такой эффект. Потому что нигде больше никаких пузырей, ничего нету. Все чисто. Что с торца, что здесь. Сейчас еще на больших оборотах пройду. Может, глаже станет.
видели, да, что творится? Дюраль налипает. То есть сначала вот пошло гладко, а потом, вон он, нарезец налипает. И он начинает драть. Дюраль дрет дюраль. И здесь также сначала начал нормально, а дальше полосы пошли. Так, ну все, главное вы видите, что она действительно, можно сказать, качественная. Для домашнего использования. Те же ролики или еще какие-то детали для фрезерования. Отличная штука будет. Вот единственный косячок. А так, отлично. Вот, короче, такие детали получаются в моей новой чудо-печи. Вам решать, делать, не делать, заморачиваться, не заморачиваться. Я никого не уговариваю, никому даже не советую. Если у вас есть, вас устраивает, то все нормально. А если вам жалко свое время проводить в ожидании, скажем так, когда оно расплавится, вся эта масса, то тогда советую попробовать. Ну все, на этом я заканчиваю свое, наверное, длинное сегодня видео. Всем удачи, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь обязательно моими видео. Вам за это будет от меня большое-большое спасибо. Все, всем пока.